Автор Аз Есм. «Меняя себя, люди меняют мир». Эксперименты по фиксации мыслеобразов в СССР. В начале 1990 года в Перми провели необычный эксперимент, суть которого в то время до конца понимали не все его участники. Было просто интересно и необычно. Всего было 6 испытуемых. По одному они заходили в темную комнату, при включенном свете им показывали различные геометрические фигуры на контрастном фоне. Они смотрели на них несколько десятков секунд. Потом свет выключали, и в наступившей темноте экспериментатор просил сосредоточить внимание, а вернее тот яркий образ, который еще некоторое время держался перед глазами, на темном пакете из-под фотобумаги, который располагали примерно в 30 сантиметрах от глаз. Образ проецировался на пакет как на экран, потом медленно угасал. Это таинство вызывало у малопосвященных в суть эксперимента странное горделивое чувство при общении к каким-то закрытым научным опытам, а у посвященных нетерпеливый трепет в ожидании результатов. И лишь через несколько лет стало ясно, что же на самом деле происходило в темной комнате. Впервые со странным явлением столкнулся малоизвестный парижский художник Пьер Буше. В далеком 1880 году он подрабатывал тем, что занимался новомодной в те времена фотографией. Ранним утром, проснувшись после очередной шумной вечеринки с распухшей головой, он с отвращением вспомнил свои ночные кошмары. Всю ночь за ним гонялась парочка отвратительных чертей с вилами в руках. Он быстро привел себя в порядок и направился в лабораторию. Ему нужно было срочно напечатать несколько снимков, которые он должен был отдать в этот день своим клиентам. Запершись в темной комнате при свете красного фонаря, он пытался вспомнить, на каких из запечатанных пластинок нужны ему снимки, но шум в голове не давал сосредоточиться, а образы отвратительных созданий были все еще очень яркими. Тогда Пьер решил проявлять все кассеты подряд. К величайшему ужасу фотографа на первом же снимке вместо фотографий клиентов он увидел отвратительные физиономии своих ночных гостей. Пьер показал фотографии своим друзьям. Один из них решил провести эксперимент. Он предложил Буше снова напиться до чертиков, после чего они сделали снимки. Эксперимент удался, и его следствием стала научная статья, направленная во Французскую академию наук. Статью, конечно, печатать не стали, и мы бы так никогда не узнали об этом необычном случае, если бы материалы Буше не попали в руки к известному французскому популяризатору науки, а также первому собирателю аномальных явлений Камиллу Фламариону. Проблемой зрительных образов заинтересовался и Никола Тесла. Еще в 1893 году он писал: «Уже не кажется невероятным предположение, что в ответ на образ, возникающий в мозгу вследствие работы мысли в сетчатке глаза, возникает ответное рефлекторное возбуждение, где оно превращается в картинку». Тесла выдвинул смелое предположение о том, что эти картинки могут быть спроецированы на экран и стать видимы для других людей. Долгое время вокруг этого тезиса в кругах ученых шли споры и полемика. Однако за 70 лет никто так и не рискнул провести опыты, которые смогли бы подтвердить или опровергнуть данное суждение. В России проблемой регистрации зрительных образов с начала 70-х годов активно занимался пермский психиатр Геннадий Павлович Крохолев. Ниже отрывок из часового интервью, которое было взято у Геннадия Павловича летом 1994 года. Магнитофонная расшифровка приводится без каких-либо купюр и поправок. Николай Субботин. Геннадий Павлович, как вы пришли к исследованию этого феномена? Крохолев. В 1972 году после окончания ординатуры я начал заниматься исследованием слуховых галлюцинаций. Больные слышат голоса. Потом брат Николай Павлович Крохолев мне принес журнал «Техника молодежи». Там была опубликована очень интересная статья Валерия Скурлатова, московского физика «Зри наоборот». Журнал 70-го года, номер 2. Там высказана гипотеза, что можно фотографировать зрительные галлюцинации. Он ссылается на работы Теда Сириуса и американского психиатра Фукураи. Но не ссылается на то, что впервые о возможности фотографирования зрительных галлюцинаций высказался американский психиатр Айзенбат. Я нашел его работу в 1967 году о том, что в будущем надо заниматься зрительными галлюцинациями. Он предполагал, что фотографировать можно в очках. Он считал, что зрительные галлюцинации формируются в зрительном анализаторе. Они идут по обратным путям, доходят до сетчатки глаз, как мы воспринимаем информацию.
Там возникает галлюцинаторная картинка, перевернутый образ в мозгу. Но надо дать, мол, фотовспышку со стороны, чтобы образ выбросить на экран. Даем фотовспышку, затем этот образ из глазного дна проецируется на экран, и только уже тогда со стороны фотоаппаратом фотографировать нужно. У меня была своя точка зрения. Я же знал, когда смотришь на негативное изображение, потом переводишь взгляд, то видишь на светлом фоне позитивный образ. Зачем нам, думаю, подсветка? И решили сделать так. 13 января 1974 мы провели первый опыт в квартире брата. Нашли фотокоровские кассеты, туда заложили фотопленки 9х12 на 130 единиц. Зарядили, комнату затемнили. Подготовили тестовый образ, негативное изображение, портрет женщины. Смотрю при электрическом освещении секунд 20-30 на изображение, потом свет выключаем и этот образ продолжаем видеть в темноте. Я открываю кассету и образ проецирую на фотопленку, где-то 5-10 секунд. Потом закрываю, потом провели еще несколько опытов. Начали проявлять, и вот на этой пленке, которую я подносил к себе, получился нечеткий образ изображения портрета женщины. Это меня очень вдохновило. Я сразу сделал вывод, что идут излучения из глаз. Мне нужно было подтверждение, а раз так, значит можно фотографировать и зрительные галлюцинации. Многие ученые считали, что эдетические образы и галлюцинации по механизму близки, а чем близки, никто не занимался изучением. Субботин. Мне много раз приходилось слышать о маске Крохолева. Что это за прибор? Крохолев. Долго шел я к этой маске, честно говоря, где-то полгода. Идея возникла, можно фотографировать зрительные галлюцинации, но как? Сначала думал, затемнить комнату надо. Но как затемнишь? Тут ведь психбольные. Продумывал разные конструкции. Нет, ничего не подходит, не получается. И вот, летом 1974 года мы отдыхаем с семьей в Адлере. Смотрю, человек в море заходит в маске. Вот что мне надо, думаю. Сразу же после отдыха купил маску, вот это она и есть все еще из Адлера, показывает на маску с кофром, лежащую на столе. Маску взял, стекло убрал, а сюда, показывает, как кассеты прикреплял, присоединил фотокоровские кассеты, пленки зарядил и больному поднес. Было проведено 2 опыта. Получил образы слабенькие, но не поверил, подумал, что артефакт, и выбросил пленки. Видимо, были уже получены первые образы слабенькие. Я их так считаю за отрицательный результат. Дальше подключил сюда, показывает соединение маски с гармошкой от старого фотоаппарата. Гармошечку и кинокамеру Лантан. Опыты провел, у меня там все описано в архиве. Дальше следующий эксперимент. Вместо кинокамеры присоединил фотоаппарат. Фотоаппараты были Зоркий, Зоркий 4, Зенит, Киев, Любитель. Любителем даже снимал, Любитель 2. Субботин. Геннадий Павлович, поделитесь хитростями и секретами фотографирования зрительных галлюцинаций. Секреты такие, когда фотографируешь кинокамерой и фотоаппаратом, фокус надо ставить на бесконечность. Оказывается, еще в 1962 году Коржинский высказал предположение, что при телепатии из глаз лучи идут параллельно. Когда я начал методом проб и ошибок, случайно навел на бесконечность, образы лучше пошли. Диафрагма должна быть полностью открыта как на кинокамере, так и на фотоаппарате. Американцы, наоборот, закрывают диафрагму, но они фотографируют со вспышкой. Теперь о выдержке. Если это кинокамера, то выдержку можно ставить на 1/30 или 1/16. А на фотоаппарате выдержку надо выставлять от руки 2-3 секунды. Я экспериментировал с меньшими выдержками, но при этом образы получаются очень слабые. Третий вариант фотографирования. Без кинокамеры, без фотоаппарата. Фотографируем фотопленками в черных пакетах. Плоские негативные фотопленки, на которые мы на паспорта фотографируемся в фотоателье, я их закладывал в темноте в черный пакет 13 на 18 сантиметров. Даже двойной пакет иногда делал. В первых опытах они все были двойные. Я делал, чтобы защититься. Край еще потом обрезал, чтобы знать, как я подносил. И уже на свету, с другой стороны, я прикладываю перфокарту. То есть вообще все эксперименты у меня регистрировались. Фотокарточками, кинокамерой или фотоаппаратом и расписываем, кто проводил и как. Вот что писали об экспериментах Крохолева и другие ученые. В испытуемых недостатка не было, ими стал весь алкогольный контингент больницы, где он работал. Были обследованы 2800 человек, причем у 115 из них фотографически зафиксировались образы, сходные с теми, которые они сами воспринимали и описывали, в том числе и вышеупомянутых чертей.
Чтобы не быть субъективным, часть снимков была получена другими врачами, психиатрами и даже медицинскими сестрами. Правда попала и справа, и слева за подобные эксперименты лишь самому Крохолеву, которого за столь уникальный эксперимент чистили в хвост и в гриву как дилетанты из тогдашних СМИ, так и коллеги-психиатры. Никому не позволено рубить сук, на котором сидишь. Психиатрам того времени легче было дать идеалистическое толкование галлюцинаций как нематериальных образов, творимых отравленным алкоголем мозгом, чем признать реальность или, хуже того, материальность галлюцинаций. В конечном итоге эти эксперименты так и не признали до распада СССР. Тогдашний комитет по делам открытий и изобретений ответил автору однозначно: «Ваша заявка номер 32 ОТ 9663 формирование мозгом в пространстве зрительных галлюцинаций не может быть принято к рассмотрению ввиду отсутствия в ней убедительных доказательств достоверности заявляемого вами положения». Вот так, ни больше и не меньше. Впрочем, комитет тут ни при чем. Это постарались оппоненты, которые сами даже не пытались провести этот простейший эксперимент. А Крохолев тем временем чисто случайно провел еще один простой эксперимент. Он поместил несколько больных, страдающих галлюцинациями как зрительными, так и слуховыми, в экранированную камеру, и у всех галлюцинации тут же исчезли. Спрашивается, и при чем тогда тут мозг? Валентин Псаломщиков, кандидат физико-математических наук. В 1973 году Геннадий Крохолев выдвинул гипотезу о том, что при зрительных галлюцинациях происходит обратная передача зрительной информации от центра зрительного анализатора, находящегося в мозгу, к периферии с одновременным электромагнитным излучением из сетчатки глаз в пространство зрительных галлюцинаторных образов в виде голографических изображений, которые можно объективно регистрировать с помощью фотографирования. Крохолев предполагает, что голоса и зрительные галлюцинации у психических больных имеют экзогенное, то есть внешнее происхождение. Во всяком случае, по его словам, все болезненные явления прекращаются при условии пребывания больного в экранированном, с отсутствием радиоволн, различных излучений и магнитных полей, помещении, а при выходе из него возобновляются. Геннадий Павлович считает, что эффект экранирования доказывает существование невидимого тонкого астрального мира с отрицательной энергетикой, соответствующим образом влияющей на больного. Крохолев ссылается на данные других экспериментаторов, подтвердивших воспроизводимость и эффективность методики. Таким образом, спор о физической природе получаемых изображений остается вести уже не психиатрам, а физикам. С моей точки зрения, сам факт появляющегося изображения может подтвердить гипотезу о материальности мысли, что, пожалуй, даже важнее формирования новой философской парадигмы в науке, нежели частотный вопрос о механизмах получаемого эффекта. Валерий Трофимов, врач-психотерапевт. Доктор физико-математических наук Герценштейн, в ней оптика физических измерений, считает, что результаты описанных опытов психиатров совершенно не противоречат законам физики. Он вполне допускает, что чувствительные клетки сетчатки глаза, палочки и колбочки обладают свойством обратимости. Не исключено, что они работают подобно полупроводниковым фотодиодам, которые могут не только воспринимать свет, но и становиться его излучателями, светодиодами, если через них пропустить ток. Другими словами, рецепторы сетчатки глаза могут быть и приемниками, и генераторами какого-то излучения. Доктор биологических наук профессор Ю.Г. Симаков согласен с этой версией. Из глаз идет не видимый свет, а скорее всего электромагнитные волны с частотой колебаний, недоступной нашему глазу. Можно предположить, что в сложно устроенных палочках сетчатки возникает что-то наподобие рентгеновского биолазера, действующего очень короткими вспышками. Роль кристалла при этом может выполнять наружный членик палочки. Проведенные мной исследования показали, что если вместо стыковки волокон хрусталика, так называемый шов, ввести лазерный луч, то далее по волокну он движется как по световоду. Возможно, по этому пути и передается информация сетчатки в окружающее пространство. Глаз работает как биолазер, как волшебный фонарь, способный писать мысли на экране. Виталий Правдивцев, журналист, автор сценария многочисленных документальных фильмов об аномальных явлениях. Весной 1991 года Крохолеву позвонили из Москвы и попросили прислать все материалы по фотографированию зрительных галлюцинаций за 17 лет, с 1974 по 1991 год. Исследователи заявляли, что только в этом случае лаборатории будет выделено несколько миллионов рублей.
Как и следовало ожидать, ни денег, ни материалов никто больше в Перми не увидел. В своей последней публикации Геннадий Павлович писал: «Сообщаю следующие данные. В 1977 году Сденни Крейден, президент Международной ассоциации по психотронике, опубликовал в Японии мою статью сенсационного характера «Фотографирование зрительных галлюцинаций на русском языке». Материалы 3-го Международного конгресса по психотронике, 1977 год, том 2, страница 487-497, Токио. И мои исследования в Японии были засекречены. Недавно стало известно в печати, что психотронное оружие уже создано за рубежом и, возможно, в нашей стране. Александр Потапов. Отклики отечественных и зарубежных исследователей, познакомившихся с работами Крохолева, были самыми разными, от восторга до полного неприятия. Это и понятно, ведь он сломал привычные для каждого из нас отношения между материальным и идеальным, вошедшие в нашу кровь и плоть еще со школьной скамьи. Помните, назвать мысль материальной значит сделать ошибочный шаг к смешению материализма с идеализмом. Владимир Ильич Ленин, ПСС, том 18, страница 257. Крохолев экспериментально доказал, что человеческие глаза способны излучать не только страх, любовь или ненависть, но и энергию. Мысль материальна, ее можно зафиксировать на фотопленке. Особую нелюбовь к открытию Геннадия Павловича проявляли психологи. Они утверждают, что снять на пленку образ представления невозможно, потому что он психический, а не физический или там химический. Но Крохолев-то эти образы фиксировал. К 1990 году Геннадий Павлович со своими исследованиями имел 33 публикации в разных странах мира – СССР, Япония, Германия, Чехословакия, Польша, США и другие. О его работах вышло около 80 статей и было снято 6 документальных фильмов. Авторитет отечественного исследователя, над которым долгие годы насмехались, которого травили и обманывали, значительно вырос. В Перми при городском центре социально-психологической адаптации и терапии 4 сентября 1990 года была открыта лаборатория по психотронике. Ее создали по рекомендации Центра космических исследований под руководством НТЦ «Гравитон». В лаборатории планировалось проводить научные исследования по изучению физической природы электромагнитных излучений из глаз у нормальных людей, экстрасенсов и, как вариант, психически больных. Запланировано было и секретное задание – сконструировать фоторегистратор зрительных образов мозга – фотозом КТ. Однако финансовой поддержки указанное исследование не получило. Почему же могли заинтересовать исследования пермского психиатра военно-промышленный комплекс? Ответ можно найти в кратком интервью профессора офтальмологии Мюнхенского университета Рудольфа Штерна, который комментировал заявление сотрудников медико-биологической лаборатории US Secret Service, секретная лаборатория США, разработавших метод считывания сетчатки глаз трупа того, что человек видел перед смертью. Эта идея была использована в некоторых сериалах. Конечно, это не означает, что, подняв веки, можно увидеть чей-то портрет. В сетчатке глаза имеются аквамариновые клетки, функция которых до сих пор не была ясна. В отличие от других клеток сетчатки, работающих как приемники, эти являются излучателями. Мы зарегистрировали постоянные электромагнитные волны, исходящие от аквамариновых клеток. Причем это не бесформенное электромагнитное поле, которое излучают остальные ткани организма, а направленные потоки импульсов. Они четко соответствуют потоку мыслей человека. Сетчатка уникальна тем, что эта ткань мозга выдвинута на периферию, поэтому она прекрасно осведомлена обо всех наших мыслях. Недаром ее осмотр сквозь зрачок позволяет фактически заглянуть в мозг без вскрытия черепа. Конечно же, отечественные специалисты знали об исследованиях американских ученых и стремились создать собственную методику, а исследования Геннадия Крохолева были для них просто подарком. Но спустя несколько лет случилось нежданное никем жуткое событие. Геннадий Павлович покончил жизнь самоубийством в апреле 1998 года. Повесился в своей квартире. Для всех это было ударом и неожиданностью. Он находился на пике своей творческой активности. Буквально за неделю до этого трагического события принес свою новую, 6-ю по счету книгу, подписал, был весел, говорил, что собирался снова подавать заявку на открытие, которое должно принести ему Нобелевскую премию. Крохолев затронул тонкую грань, переступив которую человек попадает в иную область бытия.
Доказав материальность мысли, он нарушил не только классические постулаты науки, но и стал диссидентом. Когда работы Крохолева публиковались в Германии, США, Англии, Италии и Болгарии, он не мог получить разрешения для выезда на научные конгрессы в другие страны. Материальность мысли – это не просто фотографии и изображения на пленке, это сила, с помощью которой можно совершать многое. Материальная мысль – это оружие и власть. Мы долгое время пытались найти следы архива Геннадия Павловича, но безрезультатно. Он пропал после его смерти. Да и была ли она случайной? Многие из друзей Крохолева считают, что нет.